Я всех приветствую. Кто появляется, всем добрый вечер. Королю жезловому кто-то из вас поднавесил основательно. Возможно, жезл поломали. Давайте посмотрим, что сегодня в преддверии 14 октября нам покажет поток. Меняем вот так вот. Поехали. Девочки и мальчики, я вас поздравляю. Снялась с вас любятина, которую на вас накидывали. То есть, кубковой вы явно не будете для того человека, кто по вам трудился. Лавочка на этот счет закрыта, что бы кто там ни делал вам. Еще момент. Сейчас я уточню. Девочки, для кого актуален вопрос? Это я чисто так уточнить взяла. Кто думает, что предки духи рода вашего как-то от вас отошли, нет связи, либо еще что-то? Во-первых, хочу сказать сразу. Перекрытие и приворот идет со связью предками духами рода. И вот вам, возможно, даже кажется, что мать его работа легла. Нет. Здесь есть кубковая королева. Я не знаю, кем она вам приходилась при жизни. И не факт, что вы ее знали при жизни. Она вам очень хорошо помогала. Это из вашего рода женщина. Я не знаю, с кем вы там наладили связь. Пытались ее перекрыть. То есть, чтобы она вам не помогала. Допустим, ей перекрыли. Она, недолго думая, пошла к 15-му и начала договариваться с другими инстанциями по поводу той ситуации, в которой вы находитесь. Поэтому за это можете не переживать. Так и хочется сказать, что те, кто делают, сразу бы посмотрели, а стоит ли. Хотя вы знаете, их предупреждают, и им посрать. Так что и вот эти ситуации для вас сейчас актуальны. Здесь привороты, вот эти вызовы, вот эта вся хрень. На ваш финансовый канал вот эта любятина, то есть сущей подкидывают. Кому-то очень, кстати, хочется, чтобы вы рассорились со своим мужем, со своими детьми, со своими родственниками. Но знаете, тут такое впечатление, что вот... Давайте я сейчас уточню, что у вас в плане вот того, что я озвучила: родственники, семья, люди. Суд, вы под охраной, а ваши... Близкие, те, кто вам дорог, они под защитой вашего рода. Так что здесь вопрос не в этом, здесь вопрос в том, что вы свою, видимо, понимаете, здесь кто-то еще лояльничал
мне хочется сказать, кто-то реально лояльничал по отношению к своему недругу. И все. И вот что-то в вас клемануло. То есть для этого человека не просто эмоции какие-то ваши закрыты. Я бы сказала даже больше. Для многих из вас актуально то, что вы выстрелили бы ему в голову, не задумываясь. Без никаких предупредительных, там, либо еще что-то. Просто четко и наверняка в голову один выстрел. Ладно, перевернулась карта. Давайте вот так ее и оставим. Тут у вас сотрудничество идет. Не скажу, что с храмами, либо еще с чем-то. С какими-то энергиями вы сотрудничаете. Сейчас, секунду. Вот нет, знаете, вот как-то вот так. Сегодня по 3. Есть 2 человека, которые скрывались. Ваше пространство подкатывали с надеждой на то, что вы не узнаете, кто это, не найдете их. Ни в пространстве, не догадаетесь, что это за личности. А тут парадокс-то в другом. Здесь знают и догадались, кто это, те силы, с которыми вы сотрудничаете. Здесь кто-то правильно отправил обрат. То есть, по всем законам фэншуя. Вопросы с треугольниками завершены. Здесь что-то у вас либо вскроется, либо уже вскрылось на энергиях вашего пространства. Эта ситуация уже закрыта. Все, этого уже нет. Вы и сами прекрасно, мне кажется, знаете все как есть. У них ритуалы против вас не получаются. Здесь могут проходить 2 человека, и которые обращаются к практику. Здесь у людей белка, что они вас втроем повалить не могут, а то их и больше. Так что самое интересное не повалят, всем пизды раздали, нормально, красиво, поздравляю. Пытаются вам перекрыть связь с энергиями. Я хочу сказать так. Ребята, кого уже что-то поддостало основательно, у вас нормальный такой пошел всплеск энергии. И ваши предки, духи рода, кстати, хотели, чтобы вы от них отреклись. Понятно? Потому что защиты не могут ваши проломить и бесятся, блядь. Бесятся, не могут понять, что да как. Что же, блядь, это за защита такая? Перепробовали все. Интересно, а коня на погост водили, рубили? Нет, слабо, блядь. Это я чисто уже, знаете, черный такой жесткий сарказм. Нет, кишка тонка. Я не говорю, что вам это нужно сделать. Это реально просто сарказм, девочки и мальчики, и не более того. А прикиньте, побегут. Ребят, какая-то баба реально может это делать, побежать. Я вам серьезно говорю. Да, она посчитает, что она таким образом неплохо на вас нападет. Ой, это вообще, это просто жесть.
Вот барана, кто водил, ожидают результатов. Ожидают в вашей жизни разрушений. К Абаре обращались. Там не только по ГОСТ. Там и через Х работа шла. Итак, ладно. Давайте чисто для поржать. А вот кто поведет? Реально, что им будет? Ребят, пусть ведут. Пусть ведут, за ними смотрят, поверьте мне. Все их мысли учтены, даже помыслы учтены. Здесь с надеждой на то, что силу им даст мир мертвых надолго. Типа мы подарок тебе приведем, ты нам вот это дай. Там список откатят, знаете, как на папирусе. Будут ожидать, что у них все классно прошло. Там, ну, с башкой беда и огорчение. Там с психикой сразу, ну, вагончик тронулся. Или как там поется в песне, да? Вагончик тронется, перрон останется. Ебанько, блядь. Число. Смотрим дальше. Ваши предки, духи рода, навешивают нормально так пиндюлей. Кто свечами трудится, работает, с ножами работу проводит. Девочки, все отлично. Здесь еще кое с чем бы поработать. Но не буду всех секретов раскрывать. Кто понял по 8 мечей, тот понял. Люди идут на кладбище за работой, за какими-то результатами, а на них за чистками бегают. Давайте так скажу. Блять, понимаете, делают херь, значит, творят и бегут чиститься. Через храмы, через эгрегоры им работа закрыта. А на погосте на них там подсаживается кое-кто. Давайте кое-что я скажу так. И, собственно говоря, поедает изнутри. То есть мало того, что люди сами под бесятиной, люди сами под сущами, там уже просто пласт вокруг них их живет. Они, понимаете, должны создать иллюзию для своего корма, что у тех хоть что-то получится. У них все поехало вместе с вокзалом. Ну, нормально так подцепились, да. С якорей забыли сняться. Давайте дальше смотреть, что там. На перекрестках работают. Очень работают на перекрестках. Победы хочу. Ой, у них тут такое ощущение, что на них все нападают. А ну-ка, ощущение. Да, на них реально все нападают в их окружении. Ну, видите как. Они не думали, что так вот как-то. Истинно плата за такие дела. Победы хочу. Я всех победю. Тяжело людишкам. Тяжело, а хочется 9 пентаклей и связи с высшими силами.
Чтоб надежды их сбывались. Ну, а надежды у таких больных, сами знаете, какие, да? Ну, я вас поздравляю. Работа с 15-м идет вовсю. Причем ваша работа с ним наваливает им нехилые такие плюшки. И 15-й-то с вами работает. А что по поводу ваших надежд? Эти больные думают, что вы тоже в храме работаете. Для кого это актуально, пытаются вам перекрыть дорогу туда. Ребят, ну тут расклад реально идет не для всех, это однозначно. Почему? Потому что здесь кому-то делают насмерть, но дело в том, что иметь в виду хотели все эти потуги, блядь, несчастных этих созданий. У вас тут свои, давайте скажу так, у вас своя работа и свои договора, свои наработки с темными, с светлыми, с мертвыми, с 15-м. Просто новый... О, кто-то с ущей снял, молодцы, кто-то меня вчера услышал. А будут новых накидывать? О, теперь уже за ними будут более активнее следить. Абсолют будут смотреть. Ну давайте, что еще там актуально? А ну, это для вас? Для них? Да, для них. Короче, так, девочки и мальчики. Здесь всадники смерти, но почему-то мне идет фраза всадники апокалипсиса, только не такого глобального, хотя не факт, смотря кто где из ваших недоброжелателей ныне проживает, сами видите, что на планете Земля нынче происходит. Если не глобальные, то лично их всадники апокалипсиса, все их ожидания стирают в прах. Почему? Потому что на страже каждой работы ваших недоброжелателей стоит 15-й, с которым вы сотрудничаете. Кто не сотрудничает, ребята, вряд ли этот расклад для вас. Почему? Потому что здесь люди уже работают так. Осознают, да, что, ну, некоторые ангелы не в состоянии сделать то, что в состоянии сделать немножечко иные ангелы. Ожидают результатов, плодов своих походов, своих заказов. Не получаются, в храм бегут. Просят стабильности, просят уюта, поддержки. Либо в доме прячутся. Либо молятся, где-то на больничной койке лежат. Либо это их ожидает. Ну, все, кто им был дорог, они будут видеть, как мучаются эти люди. Их будут лупить по сердечной чакре до тех пор, пока они не научатся любить и уважать пространство других людей. Не только жить в свое рыло. Здесь еще такой момент проходит, девочки. Озвучу. Как вариант. Но здесь, знаете, глобально о недругах вот идет поток. Но я озвучу точечно.
Больше подходит как для мужика здесь. Но давайте не будем цепляться. Короче, здесь бегают на погост, делает ритуалику. Получает там, давайте скажем, подсела, да, допустим. Вот так я назову. Я не хочу озвучивать, кого там получает, чтобы не... Оно там еще не понимает, что оно на себя нацепило. И вроде бы как бы все хорошо, спокойно, тихо, мирно, но это создание внедряется в человека. Точнее, в то, что осталось от человека, чем можно ему поживиться. И здесь у человека начинается, у вашего недоброжелателя, как помешательство, которое он подкрепляет бухлом. И под этим всем он прям, понимаете, как будто вот переходит в другой иллюзорный свой мир, где его любят так, как ему хочется, чтобы его любили. Что все он получает из того, о чем мечтается ему. И здесь, понимаете, здесь бухарство из-за того, что, не получается туза кубкового в жизни. Нету светлой, искренней любви, отношений. Понимаете? Если есть семья, то это семья в кавычках. Это просто рыночные отношения между разными полами в этой семье. Вот так-то. Это надолго ситуация будет. Там десятка мечей. Человек на несколько лет уйдет вот это все. Понимаете, тут ваш недоброжелатель, тот, кого он на себя поймал, он старался долго, упорно шел к этой цели. Там немножечко, давайте я вам так скажу. Вы же понимаете, что сейчас различные энергии выходят, да? Разломы, вот эти все вещи сейчас не просто так происходят на планете Земля, как бы сопоставить, я думаю, многие могут. Есть такие энергии и силы, о которых практически никто не знает на этой планете. Только если вы там... поверьте мне, на моем канале таких нет. Да и в Ютубе они тоже не шастают, им вообще не до этого. Есть люди, которым, дают понимание, что это за энергия. Понимаете? Кому-то в полной мере, кто-то, допустим, может их просто увидеть. Они показываются и как бы дают знать, что, ты нас просто видишь, но тебе пока не сюда. Просто наблюдай и делай заметки, и посмотришь, как мы работаем. То есть сейчас через те же погосты, далеко не факт, что вы встретите того, кого вы там вызываете. Особенно, если рыло в пуху. Тем более, если рыло в пуху, и, как бы человек знает. Но они зачастую, как правило, идут с гордо поднятой головой туда. Так-то и так. Вам-то что? Идите к абсолюту, очищение у вас будет. Да, через повешенного, ребят. Но я вам хочу сказать так. Здесь вы, наверное, уже взбеленитесь. Возьмете свою силу и еще больше в свои руки и дадите отпор. Повторюсь, кто-то поснимал сущак. Вы все равно получите свой статус королевы Пентаклей. Уже примерно как попугай, но и тем не менее. Девочки, кто-то станет мамой, кто-то откроет свой бизнес, кто-то встретит свою вторую половину. Мальчики, актуально то же самое. Вы встретите достойную женщину. Либо достойную вторую половину. Может, это мальчик встретит и мальчика, коль
в это русло смотреть, но просто у вас, допустим, будет более мужская энергетика, либо более женского у партнера наоборот. То есть вы будете сочетаться. Здесь высшие силы устроили башню в вашей жизни для обмена. Обмена чего? Да чтобы вы в королеву мечей перешли на новый уровень. Смотрите, королева мечей с мечом и здесь меч. Здесь, знаете, вы уже не одним мечом рубите и хлещете. Здесь вы уже просто в каждой руке по определенному предмету, и вы работаете. И здесь у вас с учетом работы с 15-го может проходить такой аспект, как то, что вы познакомились со своей темной ипостасью. С чем я вас и поздравляю. Может быть и такое. Вот так-то. Да, у каждого ведомства свои возможности, это точно. Это в глобальном аспекте. Давайте я сейчас посмотрю, не знаю, все я не буду выкладывать. Что-то еще не хватает. Информация какая-то должна быть, какая, не знаю, не понимаю. Чего-то еще не хватает. Солнце, Луна. Сколько же можно говорить по этим двум картам, да? Давайте мы их уточним более конкретно, потому что здесь реально очень много чего можно сказать. Фу, да тут можно целую лекцию устроить. Ну, смотрим, да, я думаю, там Таро многие знают, кто не знает, давайте, поехали. Влияние на вашего ребенка были это раз. Ваш источник энергии перебивали 2, могли заболеть 3. Влияние короля кубкового 4. Возможно, был с предложениями ваше пространство 5. Если сидит втихаря и просто следит за вами. Здесь магические работы на то, чтобы перекрыть вам общение с людьми. Нападки на это. На вашу семью. Понимаете, человека паяет то, какая у вас семья. И то, что вы в этой семье императрица. Ваш статус императрицы согнать в отшельника, и чтобы вы по ночам не спали, в страхах находились. Девочки, если здесь, вот смотрите, вы по энергиям, когда вы сотрудничаете с 15-м, знаете, меня иногда вот поражает. Вот я, допустим, определяю сущность, да, вот, ну, в потоке, в пространстве. Первое, что она пытается делать, это как-то напугать. Мне хватает нескольких первых секунд, чтобы начать с ней договариваться. То есть здесь примерно те, кто сотрудничают с 15-м, я не думаю, что вас можно напугать, либо удивить, блядь. Я не знаю, на что рассчитывает этот человек, но здесь люди, которые однозначно спят спокойно. Потому что, ну, как бы с 15-м у них свои отношения. Хорошо, ну раз показали здесь затмение, понимаете, лунное затмение, у человека у самого, блядь, с головой непорядок. Здесь будет все по справедливости. Как бы там кто что ни делал, человек этот вершит свою справедливость. В кавычках. У него своя любовь, своя справедливость. Это шизофреники. Это люди, которым ну, уже пора как бы 7Б пойти получить билет. Знаете, есть такое, да? Не только группа, как бы, а и билет, который в дурке выдается.
о неизлечимости определенных факторов головы у человека. Давайте посмотрим, что у него там за справедливость. Ну, здесь на любятину магия, ребят, ну, здесь подключки к вам, забрать ваш ресурс. Но здесь, понимаете, уже что-то как-то не столько ресурса, вот надо, чтобы вашу волю прогнуть. А какая на самом деле справедливость ждет? А ему пизды навесит какой-то мужик и заберет у него все деньги, все средства к существованию, оставит бомжом просто-напросто. Причем очень быстро. О, да. Ух ты. Девочки, здесь, во-первых, с мира мертвых уже как бы, ну, его лупят. Однозначно лупят. Поэтому вот это вот больное и не угомонится никак. Оно бесится, потому что пришла в его жизнь истинная справедливость, и оно, ну, начало. Вот чем больше дергается, тем больше в нищету уходит. Что-то на вас даже подумал, на минус на счету. Сделал еще минус. Здесь, во-первых, ваша работа. Причем работы не в плане, ой, я почистился и как бы все на бозеньку уповаю. Нет, здесь это не прокатит. Здесь уже четко, конкретно по факту. Ты? Ну, давай будем знакомиться на твоем уровне. То есть здесь лупить через 15-й. Не менее. Потому что, повторюсь, здесь люди, ну, с ними глупо о чем-то говорить. От слова совсем. Во-первых, ваша работа. Ваша ритуалика. Во-вторых, к нему пространстве, причем этот мужик уже у него есть в пространстве. И мужчина такой, знаете, вот именно мужчина, не император. Вот там реально император. Я просто уточнила короля мечей. Вот там реально император. И этот император покажет ему, что у вашего недоброжелателя совсем маленькая пиписька, и он не дорос до определенных вещей в этой жизни. Вот так-то. Вот такая вот справедливость будет. Ой, а еще, девочки, слушайте, а что я здесь это? И мальчики. Ребят, слушайте, а тут такой-то момент проходит. А ну-ка я вам сейчас скажу. Так, а ну если обойти попробуешь. Смотрите, давайте так, если человек это, ну, как бы прознает и попытается обойти, там кое-что ему перекроется вообще. По поводу энергии. Здесь может быть такой аспект, что кто-то вашего-то недоброжелателя и подрежет. Вот так-то. И лишит его энергии. Здесь еще такой аспект, что если получится либо убежать, либо как-то уйти от этой ситуации, здесь перекрываются полностью все энергии насчет его планов на будущее. Касаемо семьи, здоровья, своего продвижения, планов, бизнеса, той же родни, переезды, тем более, вообще под вопросом. Подумает сразу, что он в дамках. А там реально уже пойдет откуп. Вот так-то. Вы знаете, хотела бы я сказать, что там операция и врач. Нет, не операция и не врач.
И этот мужик, я вам хочу сказать, этот мужик, ваш недоброжелатель знает этого мужика, этот мужик с ним знаком давно. И знаете что? Я сейчас уточню. Девочки, ой, здесь очень много каких аспектов может играть. Они знакомы, это однозначно. Здесь может проходить как любовник той бабы, с которой ваш недоброжелатель проживает, как вариант. Здесь кто-то просто его с кем-то может перепутать. Но здесь как будто месть проходит, понимаете? Здесь просто тупо месть. Человеку идет месть, причем, возможно, даже за неродившихся детей. Либо что-то в этом аспекте. Может, он кого-то заставил сделать аборт, и другой мужчина, который любит ту женщину, не знаю, там, которая повелась на вашего вот этого Кубкового, придет просто четко, конкретно расставит все по своим местам. Здесь за детей. Если же не мужик официально, здесь именно через 15-й аркан «Добрый вечер», вы нас звали, мы вышли. И это не без вашей помощи. Здесь очень-очень плохо будет на физике человеку. Как вариант, да, это энергия из мира мертвых, вызванная вами, вашими знаниями. И тут реально тогда месть за детей. Почему? Потому что я сказала сразу, этот придурок коряво делает магию свою. Как ты ее делаешь? По наитию. Потому что сердечко разбито, а писюнчик чешется и очень быстро. Много делает коряво в ритуалике, понимаете? Вообще подход к магии, блядь, ну, явно не оттуда, откуда следовало бы к ней заходить. Это не магия, то, чем он занимается. Это срала, мазала, стелила. Так вот, его работы ложились на ваших детей. Знал он об этом, не знал, вас это не должно касаться, интересовать вообще. Все, человек сделал то, что он сделал. У кого есть вопросы вот эти актуальны, вот здесь за это вы, видимо, сидели, и тут просто у вас пошел, понимаете, энергетическая волна такая. И вы подняли кое-что очень древнее. Из вашего рода, не из вашего рода. Либо там, помните, королева Кубковая в начале, которая договаривалась с 15-м? Там как-то, знаете, много чего все сходится воедино. Тут за детей. Выжгут, блядь, просто. Выжгут. Понимаете, значит, писюн чешется, я возомнил себя сильным мужиком, сам с разбитым сердцем и ритуалы по 8 жезлов делаю. Да, есть вариант, что он ездит, но даже если и так, этот человек не в состоянии принимать рациональные, взвешенные решения. А все потому, что, ну, с головы кровь отливает в нижние чакры. Мозг отключается и понеслась белиберда. Вот такие вот моменты. Я вас поздравляю. Кому-то, видимо, мои вчерашние энергии очень пошли на пользу. Кто-то наконец-то принял себя с другой точки зрения. В других аспектах, каких я уже озвучила. Кто давно в этих энергиях и себя принял и прекрасно о себе знает, значит, что-то послужило для вас толчком за эти дни перед энергиями завтрашнего праздника. Я вам скажу так, вот то, что сейчас происходит с человеком, это просто ни о чем. Та энергия, которая будет подниматься,
Она только-только начала подниматься. Вот когда она к нему приблизится вплотную, это будет куда уже забавнее и интереснее. Да, знаете, если летальный исход, то от того, что захлебнется. Неважно чем. И с сердцем будут большие проблемы. Вот вспомните самую свою большой страх, переживание. Вот знаете, когда за доли секунды у вас начинается практически сердечный приступ и перехватывает дыхалку. Умножьте это в 1000 или в миллион раз. Вот то ожидает вашего недоброжелателя. Только если у вас это заняло доли секунды, он будет годами в этом существовать. Вот в этой боли. Что с ним сделают? Все зависит от того, насколько он низко упал. Но будут ковырять его самое дорогое. Да, ну я бы даже не... Там не охранцы, не-не-не. Там нет. Я бы не сказала, Надежда, что там охранцы. Там именно из рода договариваются с кем-то посильнее. И ваш импульс открыл врата этой энергии. Вас довели до такого состояния, когда вы просто дали взрывную волну. И врата открылись. Ну, а дальше смотрите, потому что будет пространство подсказывать. Подождите, они начнут выть. Услышите, увидите в пространстве. Кто поднимает себя, прокачивает. Их вой будет слышно ночами и днями. Вот такой вот раскладик сегодня. Да. В общем, известное дело, что у нас с тобой впереди. Не доводи до предела, да? До предела не доводи. Всем осознанным добра этого мира, всем остальным пусть встречают. Пока-пока.